Многие сталкиваются с такой проблемой, как неровная стяжка. И перед укладкой финишного напольного покрытия, будто ламинат, линолеум или плитка, задаются таким вопросом. А как же выровнять стяжку и каким материалом? Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебедский, это канал о ремонте и отделке. И на примере санузла я покажу вам один из способов, как выровнять стяжку, для чего я ее выравниваю и какой материал я использую. Приятного вам просмотра! Итак, первым делом необходимо пропылесосить пол. Если основание будет пыльное, то вам не поможет ни клей, ни наливной пол. На самом деле есть много способов выровнять пол и под определенное финишное напольное покрытие. Можно выровнять наливным полом, но кто в курсе, что просто вылить наливной пол и раскатать его игольчатым валиком не всегда достаточно. Особенно если есть большие перепады. А что же делать, если нужно выдержать один уровень во всем доме? И особенно, когда выравнивание нужно сделать поэтапно, не сразу все. Также приходится устанавливать маячки для наливного пола. Ну и соответственно, хороший наливной пол стоит немало. Поэтому купить наливной пол по 250 рублей за мешок и надеяться, что он растечется и вы получите крепкое идеально ровное основание, то вы ошибаетесь. Повезет, если он хотя бы растечется. А если есть теплый водяной пол и нужно приклеить плитку, то соответственно я выбрал способ выровнять пол плиточным клеем. Клеем можно выровнять протяжкой, крест-накрест, и сделать ровную плоскость. Так я делал, когда были небольшие неровности, когда укладывал ламинат. Кстати, друзья, хотелось бы выразить вам огромную благодарность за вашу поддержку в виде лайков и комментариев под моими роликами. Ведь благодаря вам ролик про укладку ламината набрал уже 773 тысячи просмотров на сегодняшний день и потихоньку движется к 1 миллиону. Спасибо вам огромное, вы просто лучшие. Также можно установить маяки 6 мм. Но маяки я устанавливаю редко, так как у меня перепады от 2 до 8 мм, а иногда доходит и до сантиметра. И установить маяки на дюбеля не получится, так как есть теплый пол. Маяки я сделаю из раствора. Далее нужно разметить расположение будущих маяков из раствора. Можно сделать по длине вашего правила, но нежелательно делать шире, чем 1,5 метра. Пол я не буду грунтовать, а тщательно увлажняю водой. Ну а в квартире, конечно же, нужно грунтовать. Потому что при хорошем увлажнении стяжки, возможно, к вам поднимется сосед снизу, но о последствиях, я думаю, вы догадываетесь. Далее с помощью лазерного уровня нахожу самую высокую точку. Не только в одном санузле, но и во всем доме. Самая высокая точка находится на кухне, в самом дальнем углу. А разница между самыми высокими углами 3 мм. Поэтому с 3 мм и начнем. Я знаю, что вы скажете, что эти уровни косят еще сыновья. Процентов 50 и 100 точно. Но при правильной калибровке в домашних условиях где-то раз в полгодика он показывает отличные результаты. Но заранее лучше прочертить ровную линию, по которой будет удобнее накладывать раствор, ну и соответственно проще выставить горизонтальный уровень по периметру санузла. Так как сверлить нельзя, то я буду использовать пластины разной толщины. Они есть от 1 мм до 6 мм. И подбирая толщину пластины, задаю уровень по всему периметру. Ну и выставлять точки опоры буду только по краю правила. Посередине делать не обязательно. Но можно, конечно, обойтись и без лазерного уровня и выставить пластины с помощью длинного правила и пузырькового уровня. А для большей уверенности проверю еще раз. Теперь можно замешать раствор в соотношении 1 часть цемента, 4 части песка и 3 части плиточного клея. Так с раствором работать намного проще, да и после застывания усадка будет минимальная. Главное не замешивать слишком жидкий. Раствор получился средней густоты. Теперь сперва по линии тщательно втираем раствор в основание,
а потом накладываем с небольшим запасом, для того чтобы натереть маяк правилом. Затем берем длинное правило и увлажняем ту сторону, которую необходимо прижать к раствору. И прижимаю с небольшим покачиванием стороны, чтобы излишки вылезли по краям. А потом излишки раствора собираю маленьким шпателем, прямо по краю правила. Когда по краям убрал все излишки раствора, затем стягиваю правило в сторону и получаю отличный маяк из раствора. В первую очередь маяк получается ровный, а после застывания раствора, я бы так сказал, даже очень крепкий. И таким же образом натираю остальные два маяка. Вот такие перепады сразу же проявляются. Но есть одна проблема, то маяки не получается сделать с первого раза, а приходится дотирать после застывания раствора. Но хотя этого можно и не делать, а после выравнивания клеем по готовой твердой плоскости доделать до конца. Маяки готовы. Необходимо дождаться полного застывания раствора и приступать к выравниванию. А если присмотреться, то можно заметить, что самая большая просадка посередине. Сказать, что я против наливного пола, нет. Я также использую, но только хорошего качества и в основном перед укладкой ламината. На следующий день хорошо увлажняю основание и замешиваю плиточный клей. Если есть теплый пол, то и клей использую подходящий для теплого пола. И на этот же клей буду приклеивать плитку. Густота плиточного клея зависит от слоя выравнивания. Чем больше слой, тем гуще замес. Ну а чтобы клей не отскочил от основания, то его просто нужно тщательно втирать, а только потом накладывать необходимое количество и разравнивать с помощью правила. Ну а чтобы не было линзы между маяками, то не нужно давить на правило с большим усилием. В принципе, тактика подрезки раствора такая же, как и при обычной заливке стяжки.
Но если б не было стояков канализации, то выровнять можно было за один подход, а так придется в 2 этапа. Если показать на примере кухни, то тут я выровнял за один раз. Основную площадь выровнял. Теперь необходимо дождаться застывания раствора, а потом доделать остатки и выровнять по уже готовой ровной плоскости. Ну а если остались наплывы, то их легко можно подрезать правилом и сделать идеально ровную плоскость. Ну и конечно же в идеальном уровне. И на такое основание можно укладывать и ламинат, и плитку. Да в принципе практически все финишные напольные покрытия. Но я буду укладывать плитку. И заполняемость клея под плиткой теперь будет 100%. А получить такой результат при укладке плитки на слой не всегда получается. Но если и получается, то и плитка вся в клею, и руки тоже. А так, выбор за вами. Понравился ролик? Обязательно ставьте лайки и не забывайте писать комментарии. Ну и конечно же не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Так как в следующем ролике я покажу, как выполнить укладку напольной плитки. Скоро увидимся!